Убери свечу. Все, что я вам здесь скажу, сбудется за 6 дней. Приветствую всех, друзья. С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Выбирайте свечу и будем гадание на картах Таро для мужчин и женщин по вариантам проводить. Уверен, что вы выбрали, чтобы получить Таро прогноз на будущее, свой вариант, свою свечу. Можете выбирать по свече, можете выбирать по рубашечке карты Таро. Сегодня вас ждет короткий прогноз на будущее. В ближайшие 6 дней или тот отрезок и промежуток времени, который вы решите загадать для себя прямо сейчас. Итак, уверен, что вы определились со свечой. Начнем с первой свечи. Я, Алехандро, свечу зажигаю. Таро прогноз для зрящего начинаю. Свечи гореть, правде быть. Давайте посмотрим, с чем связано это событие в ближайшие 6 дней, которые вам стоит прожить и реализовать в своей реальности совсем скоро. Женщина ждет какое-то важное для нее сообщение. Или, если вы мужчина, может быть, вы ждете это сообщение и хотите что-то передать для женщины. Давайте посмотрим, что будет происходить. Здесь гроб, серьезные проблемы, но это сообщение может быть связано с серьезными проблемами. И если у вас серьезные проблемы, что-то может происходить, связанное с этим. Есть проблемы также с деньгами. Это сообщение будет связано с деньгами и проблемами с деньгами. Есть серьезные проблемы. Это сообщение о очень серьезных проблемах. И деньгами, и тем, что вы ожидаете. Но все будет хорошо. Судьба распределится так, что будет в жизни вашей знак. Возможно, даже затмение. На небе, возможно, потемнение. Или будут какие-то прямо черные тучи и черная полоса в вашей жизни. Но благодаря высшим силам, именно высшие силы разрулят эту ситуацию. Расставят так события в вашей судьбе, что то, чего вы даже не ждете и не надеетесь уже, оно все равно должно развернуться и случиться в лучшую сторону вашей жизни. Поэтому здесь произойдут прямо, знаете, радикальная смена событий в вашем будущем, касающаяся ваших ожиданий, очень серьезных проблем. Даже может быть вот такое, вы уже не надеетесь кого-то встретить, чтобы кто-то вернулся, а он вернется. По деньгам может существенная перемена в деньгах или в событиях, которые связаны с деньгами. Например, вы не рассчитываете на какое-то денежное поступление, или кто-то вам вернет деньги, да. Или, может быть, вы работу ищете, да, уже долго, уже прям уперлись в проблемы с работой. Прям есть выход прямо из какого-то, гроб, да, или с темного мешка. То есть у вас руна Пертро будет открытая. Можете нарисовать руну Пертро на запястье открытой. Нарисуйте ее вот так вот, как будто бы буква Е, да, в правую сторону. То есть открывание вот так вот надо будет ее рисовать вам, вот в эту сторону. Вот так она закрытая, а вот так она открытая. Но давайте еще пару таких моментов посмотрим с вами. Какие еще могут быть проблемы открыты, решены, да. Из чего вы выходите, из каких таких моментов или аспектов, да. Давайте посмотрим. Прямо сейчас узнаем, пока горит свеча, что, несомненно, исполнится
в 6 дней или загаданный вами промежуток времени. Но очень хотелось бы, чтобы у вас это прояснилось, да, и решилось в 6 дней. Давайте смотреть. Ну вот видите, есть какое-то желание или цель, да, в ней серьезные проблемы. Вот они будут реализовываться. Кстати, у вас получится в ближайшее время все-таки поехать отсюда, уехать отсюда из этого места в другое место. Это может быть даже поездка на дальнюю дистанцию. Это аспект Стрельца и Дьявола. То есть дьявол вам мешает идти, а высшие силы, ну, давайте назовем их ангелами, помогут это решить, да? Оторвать вас от насиженного места. Безденежье и истинное я, суть проблемы с деньгами внутри вас. Вы себя ограничиваете и не даете себе немножко большего. Где-то боитесь своих действий, и из-за этого у вас нет денег, да, вот уходят деньги или не поступают деньги. И как только вы, благодаря своему вот этому внутреннему голосу, согласитесь с собой, вопрос с деньгами будет решен. У вас получится выйти из вот этого момента, где вы ограничены финансами. Затмение, что тут? Затмение связано с мамой, женой и женщиной. Императрица – это путь к здоровью, богатству и привлечению гармонии и счастья в своей жизни. Поэтому здесь, если вы были во власти дьявола, темноты, темных сил, да, то из затмения вы выходите в состояние гармонии. Какая-то женщина будет выздоравливать, женщина получит хорошую новость. И у женщины точно будет радость. Ну и у мужчины, связанная с вот этими всеми аспектами, тоже будет большая радость. И знаете, будет прямо умиротворение. Вы наконец-то услышите пение птиц. Так вы слышите какой-то шум, гул в ушах, да, условно говоря. Или такой вы раздражительный, раздраженный, да. А вы наконец-то вот будете расслабленный такой, да, и вот, в общем, вас попустит. Да, это очень такая карта такой мягкости, расслабленности. Ну и последняя, удача, да. К чему готовит удача? Вот то, что я говорил, у вас на сердце прямо станет легче. Вы, во-первых, начнете впускать в свою жизнь хороший позитив. Отпустите весь негатив за эти 6 дней. Простите кому-то что-то. Вот прощение, это будет снят камень с души. И у вас получается именно благодаря тому, что 4-я чакра сердечная, анахата, через нее пройдет поток зеленого света, а она как раз зеленая. Вот видите, зелень рядом зеленые карты. И вот этот вот дверь будет открыта, и зеленый свет пойдет, а холод покинет вас. То есть, что такое холод? Да, это энергия Мартидо, вот гроб. То есть, смерть будет уходить, покидать вас, а энергия жизни заходить. То есть, вы начнете находиться уже за 6 дней на позитивных линиях судьбы. И ваша судьба в эти 6 дней изменится благодаря тому, что негативные энергии отойдут, а энергии жизни поселятся в вашем сердце. И вот Пертру, да, можете нарисовать. Ну, скорее всего, вот ее и рисуйте пока что. Она, сама руна это темная, но она связана с женщиной, с женской энергией. И неважно, вы мужчина или женщина, вам этой энергии пока что, энергии женской жизни и не хватает. Потом, может быть, какая-то будет другая руна. На другую руку можете нарисовать руну Тивас. Почему-то вот
идти у вас здесь как стрела идет. Если вот не хватает мужской энергии, то на левую рисуйте именно Тивас. Да, они немножко несимметрично будут нарисованы, но вам, может быть, надо сейчас запутать следы и выход, ну, сделать выход из негативных линий жизни на позитивные. Да. Будет примирение у вас в ближайшие 6 дней, и получится открыть двери к новым дорогам успеха, богатства, здоровья, счастья, и даже, возможно, появится на пороге тот человек, с которым вы поссорились, обиделись и считали, что это уже конец. Вы считали, что это конец, а это приехал человек издалека. Вот такой вот получился месседж. Что вы чувствуете прямо сейчас, напишите, пожалуйста. А мы будем готовить другую свечу и другой прогноз на ближайшие 6 дней. И я, Алехандро, свечу зажигаю на ближайшие 6 дней. Прогноз для зрящего начинаю. Свече гореть, правде быть. Амин. Давайте посмотрим сначала, с чем связаны эти события. Для кого они актуальны, для какой ситуации. Или от кого идут эти события. Да сегодня прям, ну, такие какие-то дороги открываются. Но это ведь у нас было полнолуние, да, сейчас. Возможности. И если вы в это время делали обряды, ритуалы на открытие дорог, загадывали желания, там, проводили какие-то психологические проработки, в общем, колдовали, магичили, у вас все получится прекрасно. Ну давайте, у вас, знаете, как что-то о поездке, что-то о переменах в личной жизни прямо. Где-то вы избавитесь от какого-то груза, что-то вас на месте держит, вперед идти не дает, но это изменится, нужно будет идти вперед. Начинается новая жизнь у вас. Сквозь горизонт иди и только держи штурвал своей судьбы. Видите, ваши дороги открылись и откроются. Они уже открылись благодаря, вот, допустим, даже вчера был день солнцестояния, да, и вы как будто бы прошли этот коридор затмений, да. Видите, символически даже предыдущий расклад, он был на коридоре затмений, ну, на Таро затмений, да. Это выход. Вы вышли из ситуации какой-то. Хорошая карта. Во-первых, это сложная ситуация в семье, на работе, с деньгами. И эта ситуация кармическая. Вот очень хороший расклад для одиноких, для людей, которые долго мучаются и страдают именно в одиночестве. У вас появится вообще желание жить. Почему? Потому что свет огня жизни вы сохранили. Вы сможете увидеть смысл, новый смысл жизни. Вот это важно. Здесь очень хорошая карта на прохождение кармического испытания или завершение его прохождения, да, то есть какая-то кармическая связь у вас, ну даже не связь, а отработка, потому что это карта связи больше, да, разрывание связи, да, вот так. Эта кармическая отработка у вас может быть закончена, иначе это новое, но скорее всего какое-то тяжелое дело или трудность какая-то будет преодолена, какая-то проблема будет решена именно. Здоровье, работа, мужчина здесь тоже может быть, да? И вас может даже в ближайшие 6 дней ждать визит к лекарю, именно вот такому
бородатому дядьке, да, ну, не обязательно бородатому, ну, к врачу, может быть, просто пойдете своему, да, обратитесь. Ну, кстати, и к гинекологу, может быть, да, и к хирургу, такое тоже может. Ну, и целитель, ваш целитель, там, травник какой-то. Вы успокоитесь. Я не хочу ничего плохого говорить, но тут могут быть похороны в ближайшие 6 дней у вас. Почему? Потому что все-таки здесь покойник, отшельник и иной мир. Может кто-то отправиться в иной мир, и больше это похоже на мужчину. Может вас пригласят внезапно на похороны, да, но вам будет все равно легче от этого. Да, похороны это всегда такой, знаете, ну, тяжелый период, да, или тяжелая процесс, но вам после этого все равно легче станет на душе. Вы отпустите с этим человеком период жизни, который мешал вам, может быть, уже, да, то есть вы его прожили, да, вот так. Видите, то, что я сказал, вам станет легче на душе. По поводу какого-то мужчины. Кстати, мужчина, если у вас в отношениях вы смотрите, да, ситуацию, мужчина может признаться в чувствах, в любви, сделать предложение, появиться и выйти на связь. Вдруг он там пропал, да, отдалился от вас, а тут он раз и появился вновь, да, в вашей жизни. Ну, давайте еще одну, на 5-ю карту. Ну, здесь то, что я о похоронах говорил, о похоронах точнее. Оно может быть, тут душа переселяется. Кстати, у вас в ближайшие 6 дней может произойти катарсис. Что такое катарсис? Вы испытаете очень сильную боль. Может быть, у доктора даже, да. Вот знаете, как в мануальной терапии причиняют боль, а потом больно, да, очень сильно. А потом отпускают. Вот эти вот 2 карты, это отпущение боли. Вы успокоитесь в ближайшие 6 дней. Но душа ваша будет успокаиваться даже. Но это очень ведь хорошая такая вот ситуация, когда вам, ну, как будто бы якорь с души отпадет, и ваш корабль новые паруса откроет и вперед поведет вас по судьбе вашей. Будет открыт выход, и ситуация разрешится. Давайте смотреть, какие выходы вы открываете для себя. Выходы к чему? А здесь 8 мечей. Во-первых, вы перестанете бояться, и у вас действительно будут развязаны ноги, руки. Заточения и преграды будут сняты. Видите, заточение и преграды. Это 8 мечей, 8 воздуха. Ну, смотрите, у вас получится поездка, переезд, иммиграция, виза, там вот такие вот документы какие-то получите. Ну и то место, в котором вы боитесь, вы за эти 6 дней преодолеете и, может быть, отдалитесь. И, может быть, у вас получится даже спрятаться от тех страхов, которые преследуют вас. Или избавиться от страхов. Или эти страхи перестанут вас уже преследовать, и вам станет легче на душе. Вы так выдохните, скажете: фу, слава богу, это уже не со мной. Да, вот как-то так. Вот смотрите, интересно, постоянно рыцарь жезлов выпадает. И в предыдущем раскладе он был в зеленой этой свече, да? Ну, не зеленой, а бирюзовой. Знаете, вам действительно какой-то человек поможет от чего-то избавиться за 6 дней. Но оно вам это то, что оно лишнее. То есть, может быть, и операция будет, под наркозом будете находиться. И это лишнее, оно покинет вас. Ну, там, например, какая-то, не дай бог, ну, что-то там у вас лишнее есть в организме, да? Вы поняли, о чем я говорю. А вот чем сердце успокоится? А вот смотрите, печаль уйдет, тоска, то, что я говорил, катарсис. Да, здесь, к сожалению, похороны могут быть. Но, опять-таки, это
Ну, для чего даже в вашей судьбе, да, происходит? Вы же не просто так попадаете куда-то, да, там, идете в театр или похорон, или это все идут как бы прохождение посвящения, да, в вашей жизни, накопления опыта. Вы отпустите печаль, тоску, ну, будет в ближайшие 6 дней, готовьтесь, будет очень больно. Вот этот треугольник, он очень болезненный. Вот эти две карты, они легкие, тут легкость уже. Очищение души. Кстати, будьте осторожны. У вас для вашего сердца будет очень сильная нагрузка в ближайшие 6 дней. Видите то, что я говорил, освобождение. Прямо вы отпустите какого-то человека. И вот смотрите, для тех людей, которые меня смотрят здесь и смотрят внимательно и до конца слушают. Если был какой-то человек в жизни вашей, который был постоянно с вами, он вас отпустит. И вот эти 6 дней катарсиса, они принесут вам исцеление. Вот оно, целительство. Благодаря тому, что дух скажет вам: все, я уже с тобой больше не буду находиться. Я тебя покидаю, я ухожу. Человек уйдет какой-то из вашей жизни, но он должен вас покинуть. Видите, даже внизу жрица перевернутая, да, как будто какой-то человек не уходит, и какая-то, может быть, женщина его не отпускает, жрица, да. Может внезапно из заточения мужчина явиться. Из заключения, из заточения или из ниоткуда прямо явиться. Но здесь больше такое, что новая жизнь появляется, открывается дорога. Видите, жрица, и она тут перевернутая даже была. Ну и давайте. Это что должно урегулироваться еще, да? Конфликт закроется. Вот эта внутренняя война в сердце вашем, она прекратится. То есть действительно успокоится сердце. Уйдут вот пятерки, да, урегулируются пятерки. То есть будет спокойствие, будет тишина такое. Будет такое томное гробовое молчание. Но это будет признаком исцеления и избавления от страдания. За 6 дней, в 6 дней страдания ваши прекратятся. Но в эти 6 дней вы проживете и испытаете боль и катарсисом освободитесь и очиститесь. Здесь больше такой, знаете, какой-то поток был. Комбинация получилась интересная, да, инсайты с классикой. И этот поток, он какого-то исцеления, целебный поток. Я вам скажу так, обратите внимание на почки. Почему-то почки, видите, они идут тут. На почки и на дыхание. Вот прямо что-то лишнее уйдет из вашей жизни в 6 дней по красной свече. Какая руна здесь может вам помогать в эти 6 дней? Руна Ларгус Л. Палочка и хвостик вот так. Ну, можете загуглить. Руна Ларгус. Она Лагус может быть написана. А может Ларгус. Что ж. Отправляем рубиновую свечу на отдых. И я, Алехандро, черную свечу зажигаю. Что исполнится, сбудется, свершится. В 6 дней на вопрос отвечаю. Свече гореть, правде быть. Аминь. Ну, давайте посмотрим, от кого и с чем связаны эти события, для кого они актуальны. Ваша, может быть, ситуация очень кратко. Для женщины, с женщиной связано. Если вы мужчина, гадаете там, например, на свою любовь, на маму, ну, на кого, кто вам актуален на здесь и сейчас. Но вообще это, если вы женщина, это прям ваш расклад, да. Актуализация прям всех женских мечт, желаний, вот, и надежд, намерений. Пусть это будет в 6 дней, ну, а пусть это будет, может быть, в тот период, который вы загадали.
Настройтесь на себя, на свою интуицию. Давайте смотреть, что скоро случится вам. Рыцарь Пентаклей. Работа и защита какая-то. Мужчина вот так на месте стоит, да. И вроде бы как он рядом, но не приближается, да, пока. Король кубков. Какой-то мужчина открывает чувства вам. Но он вас волнует, этот мужчина. И здесь прекратится, здесь в этой колоде 2 десятки. Это плохая десятка. Что-то резко должно прекратиться в жизни вашей. Но здесь 5 иерофант. Какое-то молчание должно прекратиться. Смотрите, стоит. Мужчина волнует. Мужчина прекращается. А здесь речь. Какой-то мужчина вам что-то скажет. В ближайшие 6 дней. Тот мужчина, он для вашей души не безразличный. Он рядом с вами. Он прекратит молчать, он заговорит. И тайну вам откроет. Какой-то мужчина вам тайну откроет. Это может быть и муж, а может быть отец, а может быть просто посторонний мужчина. И он откроет вам тайну в ваших проблемах. Долгих проблемах. Смотрите, 10, 5 и 2, 17, звезда. Здесь вообще развиваться будет звезда. У вас в ближайшие 6 дней у вас появится новый ориентир, о котором вы вообще не знаете. Вот новая жизнь, как бы не сколько новая жизнь, а откроется какая-то тайна, которая вам мешала идти вперед. То есть вам открывается знание. Смотрите, жрица — это закрытое знание. Вы об этом вообще еще ничего не знаете. Десятка мечей — это, знаете, как будто бы что-то должно прекратиться, как будто бы вы должны пройти мимо человека, который там просит о пощаде, но вы просто проходите, да, и не замечаете этого. То есть вы должны пройти мимо себя старого, да, предыдущего, и не жалеть, без сожаления. Понимаете? То есть жалость — это на самом деле очень такое жесткое чувство, которое разрушает человека. Ну, то есть нужно быть сильным, да, вот. И знания, общение, переговоры будут. Вы о них еще не знаете, но они открывают вам двери. Смотрите, здесь точка прохождения, да, прекращения. А здесь еще точка не открыта. А вот здесь поток идет. Проход. То есть вам проход через мужчину. Может быть, будете видеть, как там кто-то лежит, а вы пройдете мимо. Вы не сможете ничего не сделать. У вас будет такой, знаете, ступор, где вы просто пройдете. Вам нужно будет заканчивать какой-то период по-любому, да, потому что здесь застой, а здесь волнение. То есть вы, как бы, если в этом застое и волнении будете дальше пребывать, то будете себя разбивать, разрушать. Слышите, поток идет рифмованный. Здесь очень сложная комбинация, это Таро бездны. Здесь есть все в этой колоде. Это очень классная колода на самом деле. И она вам дает инсайты. Смотрите. Вот здесь ближайшие 6 дней на работе изменения и в карме. У вас жизнь будет такая, вас прямо начнет шатать. Сильно шатать. Было стабильно, а потом раз зашатало. И вот прям на грани смерти будете проходить. Прям, может быть, риск какой-то будет сильный. Может быть, будете свидетелем каких-то очень таких событий. Не очень хороших, не очень приятных. Но вот это вот события эти, которые вы вот здесь будете проходить, они будут вас учить. Давать вам такой опыт, которого у вас не было еще вообще. И открывать те знания, которые будут вообще менять структуру, материальную структуру и восприятие вашей жизни. Вот здесь по магическим способностям у кого-то могут открыться магические способности, но благодаря только очень сильному стрессу, буквально шоку. Будет шок, вы испытаете этот шок.
Давайте смотреть, что происходить будет в ближайшие 6 дней в вашей работе, в вашей семье и, может быть, даже где-то со здоровьем вашим. Хорошие события и хорошие новости по работе, со здоровьем. Смотрите, телец на тельца, это дева, это телец. Получается, на деву идет телец. Будет прибавление в деньгах, может быть прибавление в семье. Может быть вы, если вы беременная смотрите, вы разродитесь, все будет хорошо. Вот здесь вот тогда вот эта боль, которую вы испытаете, вот она дает рождение новой жизни. Прекрасно. Ну и здесь хорошие новости для мужчины от женщины и у женщины для мужчины. Может скажет, что там, я беременна, это будет хорошо для вас. Но вы, конечно, тогда испытаете шок. Будете ходить по комнате, да. Не замечая никого. Ну ладно. Давайте вот волнующий мужчина в ближайшие 6 дней. Чего ждать от него, от этого скорпиона, да? Он, видите, он будет колебаться. Он ничего не предпримет в ближайшие 6 дней. Мужчина, который будет вас колебать, он вас реально заколебает. Будет вселять внутренний раздор. То есть вас какой-то мужчина прям доведет до белого коленя и, может быть, да, ввергнет в кататонический шок, да, вот это вот состояние. Здесь такое. В ближайшие 6 дней не ждите каких-то таких прям новостей, прям хороших, обнадеживающих от мужчины, которые вас волнуют. Можете его в ближайшие 6 дней и не трогать. Проходить мимо него, не обращать на него внимания. Вот пусть волнуется себе на здоровье, да? Окей. Хорошо. Вот это вот 10 мечей. Это действительно испытание. Правда, ведь 10 мечей. Не каждый же день ты будешь проходить возле кого-то, кто будет говорить «помоги», а ты раз идешь молча проходишь. Для чего-то это, видите, не знаю, 5 мечей рвется. Зачем она рвется? Давайте мы ее затасуем туда опять. Будьте осторожны. В ближайшие 6 дней или тот промежуток времени, что вы загадали, смотрите, 10 мечей — смерть вообще. Но это прекращение. А здесь 3 мечей. То, что я вам говорил. Сердце и 13-й аркан. Прям будете проходить по лезвию бритвы. По лезвию бритвы вот так пройдете. Не рискуйте, а если рискуете, то от этого риска будет зависеть ваша жизнь и смерть, условно говоря. Как будто бы вы отправитесь на корабле в рискованное плавание. Берегите сердце свое и любимого человека. Кто-то может разбить вам сердце. Кто-то может предать вас за эти 6 дней. Ваша жизнь так изменится за 6 дней, что вот благодаря этим знаниям вы пройдете просто через такую темноту, что действительно у вас произойдет сдвиг точки сборки. Вот жрица — это поменяется, знаете, вот как инь-ян, да, вот. Но если вы были там, например, к примеру, сильной женщиной, вы станете слабой женщиной. Были слабой, станете сильной. И если вы были сильным мужчиной, вы станете слабым мужчиной. Если были слабым мужчиной, станете сильным. Понимаете, вот изменится вот это внутреннее. Здесь она не просто так же держит эту гармонию, да, или сочетание мужского, женского, темного, светлого. Мир поменяется благодаря вот этим знаниям. Но это шоковая терапия, к сожалению. Да, могут быть и эти аспекты, могут быть и эти аспекты, и эти. А могут быть все вместе, может быть какой-то один, и его будет достаточно, потому что уже будет как будто бы, знаете, последняя капля. Что-то закончится, разорвется, и вот открывается новое, значит, близнец, новое движение сквозь затор. Аспирин
пейте в это время, чтобы кровь была, ну, такая, может быть, жижа, более жидкая, да, чтобы прохождение крови было. Но это для тех, кому он нужен. Я же здесь не доктор, а просто вот идет этот поток, да, то есть напряжение сердца будет очень сильное. Может быть из-за жары, может из-за стресса, может быть из-за волнения, да, чтобы сердце не выскакивало. Здесь, видите, сердечная опять. И чакра у нас, видите, сердечная тут. Опять эта пятерка. Но видите, исцеление слезами все-таки идет, и это все-таки знание какое-то будет. Ну, смотрите, аж плохой такой, знаете, точнее, неплохой, нет плохих, хороших раскладов. Есть поток, который говорит об отпущении чего-то. И знание это даст вам, у вас будет очень много эмоций, слез, видите, эмоции король. У вас может быть даже какой-то мужчина выведет из состояния равновесия так сильно, что уже прямо жизнь поменяется ваша. И опять-таки, неважно, мужчина вы или женщина. Для мужчин и женщин расклад общий. Ну, видите? Интересно. Телец и дева. На деву телец идет, да? А здесь на жрицу идет дева. Наоборот, да? Интересно. Кстати, это еще Овен. Часто эта карта Овна означает. Но вас в 6 дней все равно, как бы там больно не было здесь, душа исцелится. Отшельник и жрица в вашу жизнь явится. И кармическая карма, дева, кармическое испытание болью и катарсисом родит, прямо родит, видите, рождение здесь идет, беременность, родит на свет рецепт. Рецепт реализации вашего скрытого счастья, вашего скрытого знания и вашего ресурса, который вы так долго искали. В ближайшие 6 дней на свет родится и явится ваше истинное Я. Ваше старое тело и плоть освободится, очистится, и вы увидите и узнаете свою истинное Я, свою истинную цель. Здесь в паре мужчина и женщина пройдут катарсис, боль и очищение, и новый мир в 6 дней предстанет без сомнения перед очами вашими открытыми на свет. Мира вам и вашому миру. Берегите себя, любите себя і міри, які окружають вас. Допомагайте силам світла нищити сили темряви. І все буде добре. От побачите. Па-па.